16 мая, как известно, параллельно с 65-м Каннским кинофестивалем на Лазурном берегу начинает свою работу Каннский кинорынок. И объединенный стенд «Кино России», впервые представленный в Берлине в феврале этого года, вновь соберет отечественные дистрибьюторские компании. Насколько высок интерес сегодня к российскому кино за рубежом? Как повысить его присутствие в международном прокате? И что дает кооперация в киносфере для продвижения проектов с российским участием? Стало известно, что на пресс-конференции кинофестиваля, что Россию в программе будет представлять от России фильм Сергея Лазницы «В тумане». Это очень здорово. Мы всегда рады, если Россия действительно представлена широко, тем более на таком уважаемом кинофоруме, как Каннский фестиваль, но будем за него болеть, за эту картину, но тем не менее это и не единственное присутствие российского кинематографа. Мы знаем, что сейчас еще рассматривается картина студии «Рок», представленная Кирой Саксаганской картина «Я буду рядом», возможно, она также попадет в параллельный взгляд Сётенрегард. Что касается деятельности фонда, как уже сказали заранее, мы действительно были очень вдохновлены практикой, которая была в рамках берлинского кинорынка, и объединенный стенд кинокомпаний показал свою эффективную работу, и действительно Россия была представлена достойно, и, что самое главное, было заключено достаточное количество дистрибьюторских сделок. В этом году в Каннах на российском объединенном стенде будут также Базилев, Art Pictures, Russian World Vision, Wizard Animation, Рики Групп и Православная энциклопедия. В общем, самые активные компании, которые представляют свои картины для международной дистрибуции. Но, тем не менее, мы не ограничены только теми компаниями, которые имеют уже продукт для продажи. Мы открыты абсолютно для всех российских компаний, которые хотели бы представить свои картины. Так у нас будут представлены и в виде печатных изданий, и крутиться на роликах, и мы будем рассказывать всем заинтересованным о таких картинах, как «Гольфстрим под айсбергом» компании «Хорошо Продакшн», «Шапито Шоу», победитель прошлогоднего Московского кинофестиваля, также будет представлена, и мы будем помогать, чем сможем, ребятам в реализации картины. Картина «Ви» будет представлена, и картина, о которой я уже сказала, «Я буду рядом», киностудии «Рок». Помимо общего стенда «Кино России», естественно, будет много презентаций, которые будут говорить о тех направлениях деятельности, которые являются новыми для международного направления фонда и которые мы собираемся развивать. Я сейчас буду говорить не про фестиваль, а про только то, что имеет отношение к сегодняшней нашей встрече. Это про московскую бизнес-площадку в рамках Московского кинофестиваля. Уже, там, я не знаю, третий год мы сотрудничаем с фондом, как только фонд начал действовать. И до этого на Московском фестивале мы проводили бизнес-форумы. И я считаю, что это исключительно важно для Московского фестиваля, поскольку вот я не устаю повторять, что таких фестивалей, как Московский, всего 13 в мире. И они, так сказать, имеют вот эти 13 фестивалей определенную. Когда-то это была категория А сейчас есть определенные классификация, сколько дней он проводится, сколько должно быть участников, из скольких стран, антипиратская деятельность, информация на нескольких языках и так далее, и так далее. И в том числе эти фестивали проводятся только в странах с развитой киноиндустрией. Поэтому для Московского фестиваля наличие бизнес-площадки – это один из основных элементов вместе с другими программами, которыми занимаются отборщики Московского кинофестиваля. И в этом году с 25 по 27 июня мы вместе с фондом проводим бизнес-площадку, на которой, ну, я не хочу раскрывать все секреты, но это в основном будет и питчинг проектов или форум копродукции, где будут представлены проекты, и традиционно это очень успешно и очень важно для фестиваля, где дается путевка в жизнь для многих проектов, и авторы проектов находят своих продюсеров из России, из-за рубежа, кто приезжает. Будет в этом году сделан фокус на канадскую индустрию и на американскую, и будет несколько дистрибуторских круглых столов и образовательных, там, поскольку сейчас все больше и больше говорят об улучшении системы кинообразования, вот на нашей бизнес-площадке и будет и такой семинар.
Ну вот, в целом все. Может быть, это будет не единственное. То есть я считаю, это будет у нас еще и образовательная программа, и АВы, но я просто не хочу останавливаться подробно, потому что есть группы, которые непосредственно этим занимаются. То есть она будет шире, чем то, что я сказал, и будет несколько площадок, но основная, конечно, это будет Moscow Business Square, о которой вот я вкратце рассказал. Говоря о деятельности фонда и о тех новых направлениях деятельности, которые мы стараемся развивать, мы уже упоминали, что помимо поддержки в прокате российских картин на территории России, фонд активно поддерживает, уже и в прошлом году начинал и будет более активно этим заниматься с этого года, международную дистрибуцию российских картин. Это может быть даже в форме финансовой поддержки дистрибуторов, которые купили уже российские картины и собираются катать их на своих территориях. Поэтому, говоря о следующей презентации и о следующем мероприятии, о котором мы будем рассказывать в Каннах, это абсолютно логично появившаяся площадка, потому что это российское кино, должна быть какая-то платформа, где российское кино должно быть представлено. К сожалению, в общем, давно и долго об этом говорили, были уже достаточно успешные попытки и делать скрининги российского кино и в рамках деловой площадки Московского кинофестиваля, и в рамках фестиваля «На завтра» проекта «Сентист». Но, наконец-таки, слились воедино все усилия, и будет действительно крупное и серьезное представление последних российских работ и не только, потому что площадка будет некой базой для стран СНГ, потому что Россию все-таки воспринимают как Россию и постсоветское пространство как единое целое на международном рынке. Я действительно коротко расскажу про этот проект, который, с одной стороны, действительно стал возможен только благодаря поддержке Фонда кино, который эту инициативу нашу поддержал на самой начальной стадии, а с другой стороны, благодаря тому, что появилось несколько очень важных инфраструктурных элементов, которые индустрии, которые тоже осознают необходимость вот такой системной и планомерной работы по продвижению российского кино. Я в первую очередь имею в виду, с одной стороны, и Киносоюз, который во многом эту работу на начальном этапе поддержал, а с другой стороны и Российско-французскую киноакадемию, которая тоже является, так сказать, очень важным элементом по поддержке такого рода работы. Значит, речь идет о следующем. Речь идет о том, что мы на протяжении последних 3 лет на базе фестиваля «Завтра» действительно делали при поддержке программы Media International проект по продвижению российских проектов, которые находятся в стадии производства. Да? То есть это была небольшая платформа для дистрибьюторов, фестивальных отборщиков по показу новых российских проектов. На базе этой площадки, которая существует уже 3 года, мы сейчас развиваем совершенно новый формат, который известен уже достаточно хорошо в мире, потому что это то, как работают, например, работает как Юнифранс, который организует ежегодно показы французского кино для дистрибьюторов в Париже в январе. Это так, как работает крупнейший латиноамериканский рынок новых проектов Вентана Сюр, который представляет всю латиноамериканскую продукцию для дистрибьюторов. И вот по аналогии с этими инициативами мы разработали проект, который будет называться Red Square Screenings, и который будет предназначен для всех участников международной киноиндустрии, начиная с дистрибьюторов, а также отборщиков, а также представителей международной кинопрессы, для показа всех новых российских проектов, причем они включают в себя как полнометражное кино, так полнометражную анимацию и полнометражные документальные фильмы, для, собственно, облегчения российским продюсерам, которые заинтересованы в том, чтобы их
фильмы выходили в коммерческий прокат за пределами России, этот формат будет, собственно говоря, способствовать тому, чтобы этих фильмов становилось от года к году все больше и больше. Эта работа включает в себя, на самом деле, несколько очень важных элементов. Во-первых, мы понимаем, что все фильмы, которые мы должны показывать, они должны быть соответствующим образом отформатированы. Это подразумевает и технологические характеристики, это подразумевает и качественный перевод, это подразумевает и их доступность в самых разных технологических режимах. То есть мы говорим о том, что это фильмы, которые будут демонстрироваться и в кинотеатральной проекции, это фильмы, которые будут доступны в режиме видео-лайбрери, это фильмы, которые будут доступны в режиме онлайн-платформы, которая будет неотъемлемой частью этого кинорынка. Все это будет происходить в течение 5 дней в октябре на площадке ГУМа с очень необходимым для нас, скажем так, пониманием того, что кино это не просто продукт, да, это часть нашей национальной культуры, и в этом смысле мы, продвигая эти фильмы, каждый по отдельности, мы в каком смысле продвигаем и нашу страну в целом, да, и как бы мы должны предложить тем людям, которых мы сюда приглашаем, какой-то максимально комфортный, с одной стороны, а с другой стороны, выигрышный образ страны и фильмов, которые мы представляем. И в этом смысле, конечно, комбинация такой площадки, как ГУМ, с Красной площадью, октябрь, когда в Москве еще не холодно, это, в общем, достаточно, нам кажется, уникальное предложение на фоне достаточно жесткого конкурентного окружения, имея в виду Пусан, имея в виду Рим, имея в виду другие кинорынки, которые происходят во второй половине года, там, от Торонто до АФМ, мы осознаем амбициозность той задачи, которую мы на себя взяли, но с другой стороны мы понимаем, что мы должны действительно предложить тем людям, которых мы сюда приглашаем, которых мы сюда приводим, достаточно уникальное предложение, которое их будет стимулировать на то, чтобы этот смотр стал действительно эффективным инструментом для продвижения нашего кино. И последнее, на самом деле, на чем я хотел бы остановиться, это то, что российское кино достаточно долго было, с одной стороны, мало востребованным, а с другой стороны, недостаточно коммерциализированным с точки зрения именно приобретения прав. Да, вот для нас приобретение прав и выход в коммерческий прокат наших фильмов является самой главной задачей. Да, и поэтому мы осознаем необходимость того, что в это нужно достаточно вложить серьезные и финансовые организационные усилия для того, чтобы получить отдачу.